Боруссия Дортмунд – клуб с определенной философией, который пропустил через себя множество талантов за последние десятилетия. Между завоеванием титулов и развитием игроков в приоритете больше стоит второе, на мой взгляд. Но при этом клуб всегда играет в Лиге Чемпионов. Разберем, почему философия клуба косвенно отражается на результатах команды. Марк Розе на этот матч вышел с расположением 3-2-5 при атаке. Давайте разберем по линиям. Три защитника – Аканджи, Хумельс и Эмре Can. О защитных способностях последнего мы с вами поговорим чуть позже. Далее в опорной зоне располагаются Витцель и Беллингем. Мы знаем, насколько креативный игрок Беллингем и отлично знаем его способности игры на атаку. Уникальный талант. Но при выборе этого игрока в опорную зону могут возникнуть проблемы при обороне. Запомним это. Далее атакующая линия из 5 игроков. Рафа Геррейро – левый защитник на позиции латераля. Это вполне нормально при выборе игрока на эту роль. А вот насчет правого фланга, там играет более атакующий Торган Азар, от которого мы вряд ли будем ждать яркой игры на оборону, верно? И поставить его на эту позицию — это риск. Поэтому рядом с ним играет более универсальный Вульф, а сзади позицию должен компенсировать Эмре Can. Но и сам Can не столь яркий защитник, как по мне. Мне он больше нравился в полузащите. И Марко Ройс и Ерлинг Холланд — лидеры команды, которые должны делать ту самую разницу на поле. И что мы имеем в результате? Беллингем, Ройс, Холланд, Вольф, Азар — ярко выраженные атакующие игроки. При этом еще и Геррейро часто поднимается в высокую позицию при атаке, а Эмре Can хромает при некоторых оборонительных моментах. На это я укажу позже. Очевидно, что при таком выборе состава будут проблемы при обороне, даже если ты атакуешь соперника большую часть времени. Так и случилось в этом матче. Но сначала разберем, как хотела скрывать Боруссия 5-3-2 от Лейпцига. При своей атаке Боруссия использует стандартный маневр в этой схеме. Один из игроков открывается в недодачу, а второй должен бежать в образовавшуюся зону. Причем такие открывания варьируются. Один и тот же игрок может сначала открыться в недодачу, а в следующем моменте быть в роли того, кто использует пространство. И почему-то в этой игре, когда у Лейпцига 3 высоких центральных защитника, Боруссия очень часто пыталась сыграть через длинный пас, что приводило к частым потерям мяча. Вот здесь мне непонятна логика. Жертвуя балансом между атакой и защитой, ты выставляешь много атакующих игроков. Все они техничные и здорово обращаются с мячом внизу. И даже Холланд сам отмечал, что его слабая сторона — это игра головой. На примерах мы видим, что такие забросы не приносили никакого результата, а их в игре было очень много. Но были также и попытки сыграть подобные комбинации низом. Посмотрите, насколько они эффективнее. Ройс вытянул на себя игрока, и у Холланда есть возможность проявить свои лучшие качества в свободном пространстве. Да, передача не удалась, но вы видите разницу в перспективе атаки. Еще один момент, только теперь Холланд в роли вытягивающего, а в зону вбегает Беллингем. Это потенциально голевой момент, если бы удалось отдать передачу раньше, и смотрится это более зрелищно для зрителя, чем играть через длинный пас и борьба. Вы только посмотрите на этом коротком примере, насколько большой потенциал у игроков Боруссии, когда мяч у них в ногах, а не в воздухе. Беллингем в такой ситуации в окружении 4 игроков умудрился выиграть для себя пространство и отдать обостряющую передачу. Да, не вышло, но чем больше таких моментов, тем больше шанс на успех. Но не будем забывать, что выбор этого игрока в опорную зону имеет последствия – уменьшение качества игры в обороне. Хочу начать с Эмре Can. Обратите внимание на время, 19 минута 20 секунда. Буквально через 30 секунд он сделает точно такое же опасное действие и потеряет мяч, а впоследствии из-за того, что Витцель не будет идти со своим игроком до конца, он примет странное решение и отпустит своего игрока на ударную позицию. Вследствие 0-1, при том, что Дортмунд доминировал 20 минут. Это к моим словам в начале об игре Эмре Can в роли защитника. Теперь далее. Проблемы в опорной зоне при обороне. Витцель и Беллингем должны закрывать эту зону, 14-я зона, как ее называют, ведь она является одной из самых опасных для завершения. В этом случае Витцель все-таки побежал за своим игроком. Но что делает Беллингем? Зачем он побежал в ту зону, ведь там на фланге ситуация 2 в 2. Его задача в первую очередь закрыть свою зону. И в итоге именно от него отскакивает мяч в 14-ю зону, и оттуда Ляймер делает дубль. Символично, что мяч залетел после рикошета от ноги Эмре Can. 3-й и 4-й голы то же самое. Провал в середине поля, Беллингем упал, Витцель снова бежит страховать кого-то, и в итоге с этой же зоны Нкунку забивает 3-й мяч. Хочу отметить Нкунку. Это большой талант, который вскоре будет иметь ценник 100+. Это будущий игрок тир-1 команды, я уверен в этом. Ну а проблема Боруссии при 4-м голе в том же. И Дани Ольмо поражает цель с той же пустой зоны.
Эта игра ярко показала философию клуба. Они стараются играть в максимально атакующий футбол, развивая молодых игроков, зарабатывая на этом. Это крутое решение, но есть нюансы в их игре. И самый важный, теряя баланс между обороной и атакой, вы теряете свои шансы на завоевание титулов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, а также пишите свой комментарий, сможет ли Боруссия еще побороться за чемпионство. Спасибо за внимание.